И Audi, и Volvo – новинки долгожданные. Первому Q7 исполнилось уже 10 лет, а XC90 и вовсе 13. Про участников нашего теста можно сказать, что они оба совершили рывок относительно предшественников. Хотя ажиотаж сопровождал только премьеру Volvo. Шведы выкатили революционный для них автомобиль, а немцы сугубо эволюционный. Не ингольштадтское это кредо удивлять. И все же именно прогресс Audi повлияет на автомобильную промышленность в целом, а новый XC90, по моему разумению, останется событием одного бренда. С виду Audi Q7 меньше всего напоминает автомобиль-мессию. Интересные детали не в состоянии спасти ожидаемо скучный дизайн. Вроде бы машина лишена грузности предшественницы, но почему-то даже 20-дюймовые колеса теряются в арках. Однако за рулем совершенно забываешь о внешности Audi. Какая разница, как выглядит дверь, если она ведет в другое измерение? А ощущение нереальности происходящего появляется с первых же метров. Для обычного семейного кроссовера плавность хода и тишина потусторонние. Дорожной информации только чтобы с ума не сойти. Стоило только сказать, что Audi давно не удивляет. Это не просто машина с исключительной плавностью хода. Это один из комфортнейших автомобилей на свете, без относительно конкретного теста. Я поражен. Причем комфортный отнюдь не синоним слова «размазня». Быть плавным автомобилем не значит скучным, не значит плохо управляться. Audi интересно вести. Да, настройки по умолчанию подразумевают некую вялость откликов, но это лечится. Трансмиссию в спорт, шасси в динамик, и все, можно мчать. Немощным не назовешь ни один из наших кроссоверов, но Q7, в отличие от XC90, перемещается в пространстве без напряжения. Если в Volvo ты время от времени оказываешься невольно втянутым в разборку между двигателем и трансмиссией, здесь ты просто общаешься с силовым агрегатом, и он не бьется на составляющие. Отлично настроена коробка передач, и, по-моему, она даже еще лучше будет работать в паре с дизельной шестеркой. Нет ошибок в выборе траектории, нет ошибок на торможении, большие предельные возможности. Мне просто нравится вести эту машину, нравится быть в ней, нравится быть в ней, нравится быть в ней, нравится быть в ней. Volvo XC90 – это прежде всего эффектный образ, запоминающиеся элементы, хоть в музей ставь. Тестовая машина украшена металлическими накладками бамперов, расширителями арок и накладными порогами. Полированные колеса – тоже дорогая опция. Выглядит богато, привлекает внимание окружающих. Volvo дизайн реабилитирован полностью. Внутри холодящие руки алюминий и шершавая натуральная кожа, но она почему-то неровно простегана и топорщится. На глянцевом пластике остаются отпечатки пальцев, что не добавляет дороговизны. Кресла красивы, но выглядят лучше, чем выполняют свои прямые обязанности. Сильный козырь Volvo – оригинальный информационный комплекс с большим сенсорным экраном и расторопным процессором. Если вы привыкли пользоваться смартфоном, вам понравится. Жаль, меню не хватает простоты, неважно, работает голосовое управление. Это Volvo, значит, в вашем распоряжении самые передовые системы активной и пассивной безопасности. До проверки последних у нас, к счастью, не дошло, а превентивную защиту мы оценили. Я еду против солнца, мало что вижу, но Volvo предупредит, если вдруг кто-то выйдет в лобовую. До определенной скорости XC90 может самостоятельно подруливать, хотя для марки, которая уже экспериментирует с беспилотными автомобилями, адаптивный круиз-контроль работает неважно. Зато при парковке Volvo следит не только за сохранностью бамперов, а охраняет весь периметр. Но тут вот какое дело. Ощущение современного автомобиля зависит ведь не только от того, как ты взаимодействуешь с мультимедийной системой или сколько операций можно отдать на откуп электроники. Это какое-то ездовое чувство. И вот в Volvo не кажется, что движешься, опережая время. Только в Audi. От автомобиля с такой внешностью ждешь яркого характера, и спорт здесь ни при чем. В Audi нет никакого спорта, а крышу сносит. А Volvo на ходу непримечателен. Судя по балансу ездовых качеств, Volvo делали с оглядкой на Q7 предыдущего поколения. И, надо признать, шведы своего ориентира достигли. Но в Audi тоже не сидели сложа руки. И выкатили теперь такую машину, которая задает планку не только в своем сегменте, но и в индустрии в целом. Упс.
Audi просто покоряет ездовым комфортом и плавностью хода, и звукоизоляцией. А здесь и шумновато, и жестковато, и не совсем понятно, чем такие настройки оправданы. По сравнению с автомобилем предыдущего поколения, этот Volvo XC90 стал более драйверским, да. Но только для кого это сделано? Что это за Volvo драйвер такой? Более мягкий Q7 и отзывчивее, и послушнее, в конечном счете быстрее. Volvo обеспечивает более прочную взаимосвязь между водителем и автомобилем. Здесь отзывчивее педаль газа, лучше слышно двигатель. На руле полно информации о качестве дорожного полотна. Даже, пожалуй, слишком много. В то же время Q7 умудряется быть не менее понятным на ходу, безо всякой информации. Под капотом Audi 3-литровый двигатель V6 с наддувом, а у Volvo, по сути, один 4-цилиндровый мотор на весь модельный ряд, поэтому и здесь высокофорсированная четверка, у которой вот в бензиновом варианте турбонаддув дополнен приводным нагнетателем для пущей тяги на низах. В большинстве ситуаций энтузиазма 4 цилиндров хватает, чтобы убедить меня в динамичности Volvo, в его 320-сильности и ускорение сходу, достойные для малолитражного мотора. Но как ни маскируя это чувствительным акселератором, это все-таки маленький двигатель на большой тяжелой машине. И он иногда так рычит, что невольно задумаешься о ресурсе. Все-таки хочется, чтобы не было, как в песне, так ярко летят, так быстро сгорают. Поездка на Q7 пробуждает аппетит к знакомству с другими автомобилями на этой платформе. Ты понимаешь, что будет еще что-то более спортивное, какие-нибудь Porsche Panamera, Cayenne, а будет что-то более комфортное, какие-то представительские седаны. И ты думаешь, черт возьми, какой колоссальный потенциал у этой агрегатной базы. А здесь тележка, на разработку которой тоже потрачено огромное количество сил, денег, времени. Но это не завтрашний день, это сегодня, в котором уже хочется что-то поменять. Я был на самой первой презентации в Гетеборге. Ух, как мы облизывались, ходили вокруг этой машины. Это ведь одна из самых ожидаемых новинок десятилетия. Когда столько ждешь, совсем не хочется разочаровываться. С Audi, напротив, не было связано особых ожиданий. Тем приятнее открытие. Благородная поступь Audi наводит на мысли о какой-то шоферской версии с раздельными задними сиденьями, чтобы можно было ездить с водителем. Но по иронии судьбы Audi ничего подобного не предлагает, зато такая версия есть у Volvo. Хотя из двух машин именно Audi с первых минут повышает качество жизни. Q7 демонстрирует настолько выдающийся баланс потребительских качеств, что я боюсь, держа в голове схожие цены, если дилер Volvo упустил клиента на тест-драйв Q7, он его больше никогда не увидит.